Вот пока вы дойдете до этого указателя, вы проклянете все. Смотрите, по итогу нормал выглядит так. Это просто месиво из грязи. И ты вот так вот карабкаешься вверх. Много мата, извините. Решите забраться на холоса, мне не такие слова скажете. Это капец вообще. Зачем я в такое вписалась? Какой-то кореец угостил меня конфеткой. Стало получше. После подъема самым сложным кажется спуск. Потому что я-то знаю, что после обычных ступенек начнется месиво из грязи, начнутся булыжники. Совсем скоро будет вообще отвесный склон с камнями. Я еду, здесь нереальные серпантины. Я не знаю, насколько вам вообще что-либо видно, потому что лично мне видно достаточно плохо. В общем, я уже на парковке. Я вам оставлю тоже конкретные координаты и название того, куда нужно ехать, потому что тоже мест много разных. На какао-мэпе оно на корейском обозначено, поэтому может быть сложно найти. Сейчас 4:57, и здесь уже достаточно много машин. Прям вот целый ряд парковки занят, и еще 121 место свободно. Ну, уже 120, раз я заехала. 5 утра, вот такие условия. Я иду с фонариком. Фух, пока нормально. Просто я что-то тут втопила в начале, поэтому уже подзапыхалась. А так все окей. Единственное, что, конечно, темновато. Смотрите, вот такие условия в 5 утра. Здесь ступенечки, камни. Обязательно берите с собой паспорт. Делайте себе скриншот QR-кода, чтобы вас пропустили. Без паспорта не пропустят. Конечно, возможно, есть смысл начинать попозже, с рассветом, но это будет уже 6:30. Первый маленький кусочек пути пройден. Километрик, ну, в принципе, достаточно легко идет. Там только в начале ступеньки были. Ой, ну я разогналась, и так нормально. Достаточно полого. Единственное, что нифига не видно. Фу, и это несколько пугает на самом деле. С учетом того, что идешь по лесу, вокруг тебя неизвестно что. Сложновато. Нужен более мощный фонарик, чем на айфоне. Ну что же, 20 минут, и вторая контрольная точка пройдена. Неплохо пока что норм. Правда, потом пойдет красный участок. Волнительно. Но успокаивает то, что потом будет зеленый. Желтый, в принципе, нормально проходится. Это при том, что не какой-то суперспортик. У меня низкая кардиовыносливость, как мне пишут мои часики. Поэтому я думаю, что вы справитесь. Пока что все еще темно. Нифига не видно. Если пойдете тоже в 5 утра, в сентябре, по крайней мере, ну или посмотрите, во сколько рассвет, и начинайте после рассвета, либо берите с собой фонарик. Вот эта зона с камнями, булыжниками, конечно, посложнее будет. Не самая приятная зона. Но, кстати, с палками вполне окей. Так, кстати, местные ребята действительно с налобными фонариками. Это очень удобно. Я свет от них видела, не знаю, еще за километр до меня. Просто встала тут поснимать камушки вам. Ой, и они меня нагнали. Ну, вот эту зону я бы посчитала желтенькой. То, что там были такие типа мокрые дорожки, это еще куда ни шло. У меня задача главная дойти. Уложиться в тайминг. Какие-то рекорды мне ставить неинтересно. 5:55, уже понемногу начинает светать, и я тут. Нормально. Но камни здесь уже начинаются более жесткие.
Я тут прочитала обозначение, оказывается, желтое это изи, а не что-то средненькое. Ну, либо нормал в их понимании, это изи. Непонятно. Подхожу уже, красная зона чуть-чуть осталась. Смотрите, уже начинается рассвет. Вот если такие булыжники, особенно вот этот вот, для них изи, то я боюсь, что там difficult. Ну что же, 6:26. И, как вы поняли, меня атакуют всякие твари. Из-за этого я иду дольше, потому что отмахиваюсь. Вообще не знаю, почему я не подумала об этом. Я ненавижу всякую живность. Если бы я знала, я бы выбрала что-то другое, потому что, это капец. Я ненавижу любую живность. Я, собственно, поэтому не езжу ни на какие другие острова, типа там Тай, Бали, Вьетнам. Никуда туда меня не затащить из-за живности. И я вообще не могу с этим бороться никак. Здесь она везде, ты слышишь вот эти звуки. Слышите? Не знаю, что они там прыгают, бегают где-то под деревьям, по кустам. Какие-то еще летают. Вообще жуть. Все, кто знает меня лично, будут в шоке, что я забралась в такое место. Скажут: Вика, тебе что делать нечего? Какие-то места я просто пробегаю, когда слышу, что ее особенно много. Вот прям как здесь. Ну вот этот участок уже сильно проще, чем предыдущий. Здесь вот такие ступеньки, хотя бы без булыжников. И 1,7 километра до хард-зоны. Ну, посмотрим. И 0,6 до водички. Собственно, я добралась до привала за 1 час и 43 минуты. Прошла, судя по часам, 4,3 километра. Пойдет. Единственное, что учтите, что если вы будете слишком долго сидеть на привальчике, станет холодно. Ты прям только садишься, и тебя прям окутывает холодная волна. Здесь есть туалет, но здесь нельзя выбрасывать никакой мусор. То есть там условно ешь ты батончик, все это забираешь с собой. Пьешь ты водичку, закончилась бутылочка, тоже забираешь с собой. Ну что же, я достаточно быстро преодолела участок. От момента, когда вам в прошлый раз показывала, 7:25 сейчас. Прошел 1 час 55 минут. Более-менее нормальный участочек был. Посмотрим, что там будет на хард-версии. Видите, здесь есть и более-менее нормальные участки. Но вот эти вот камни, это что-то с чем-то. Ой, господи, какие-то неожиданные ступеньки еще. Угу. Ну, супер, чё. Ну что ж, осталось совсем чуть-чуть до самой жести. Посмотрим, что там будет такое. Какие-то прям сильные подъемы должны быть. И сейчас 7:31. Прошло 2 часа и 1 минутка. Идем дальше. Смотрите, как красиво солнышко встает. А впереди пока что средненькая сложность. Я все-таки желтый отношу к средней сложности. Не знаю, что это они изи его обозвали. Красиво, хорошо дышится. Единственное, что мокро. Все кроссовки уже угвазданы. Грязь бывает здесь просто. Ну, что я могу сказать? Без палок для хайкинга здесь делать особо нечего, если вы не прям вот супер спортик. В идеале вообще трекинговые ботинки, а не просто кроссовки. Наколенники, кстати, тоже хорошее дело. Я вот себе на левую коленку свою приделала. Ой, самое проблемное мое.
Так что чувствую себя с защитой получше. Уф. Боже, грязь, вообще капец. Я не то чтобы жалуюсь, я вам просто обозначаю реалии, которые вас будут ждать, когда вы будете подниматься. Потому что все могут, ой, так красиво рассказать. Подъем на Холосан. Как прикольно. Не, ну я не спорю, что это прикольно. Но нужно к этому быть готовым морально, физически. В общем, по всем аспектам. А вообще, чего я-то решила забираться сюда? Потому что есть те, кто берет аскезу, то бишь отказывается от чего-то, чтобы что-то получить от Вселенной. Я решила пойти другим путем и сделать какое-то действие, чтобы получить от Вселенной. У меня есть конкретное желание, цель, запрос. Вот, запрос — хорошее слово. За достижение такой, непростой на самом деле миссии. Ну что же, я дошла до вот этой развилки. Я видела вот эту тему. Я туда не пойду. Я пойду на вершину Холосана. Потому что 40 минут вот так вот туда-обратно тратить на озеро мне не очень хочется. Во-первых, оно не такое уж примечательное, я видела на видео. И, во-вторых, там водятся змеи, я такого боюсь. Я подошла уже к пику пика красной зоны. Вот такая вот вертикальная лесенка вверх. Так, сколько прошло? Прошло 2 часа 41 минута. Часы показывают 6,66 километра. Уже честно подустала. Ребята тоже за мной идут, впереди меня, сзади. Ой, все уже из последних сил добираются. Но знаете, когда уже осталось 3 километра, когда же, может быть, меньше. А нет, я думаю, все-таки 3, там 9 с копейками же высота. Ой, это как-то странно оставаться. Уже не так много осталось. Тем более, вот сейчас красную зону пройдем. А там и нормал начинается. Ох. Но правда, я надеюсь, что нормал, а не такой изи, какой был изи. Потому что там был такой изи в начале. Ой, что как хард сейчас. Мне кажется, вот такой вот хард, как здесь, гораздо проще, чем то, что было в начале, честно говоря. Либо я уже достаточно разогрелась, не знаю. Фух. Непросто. Девчонки, кто ищет парня-спортика, поднимайтесь на Холосан, пожалуйста. Вот вам всякие Аполлоны ходят. Сможете выбрать из тех, кто силен духом и телом, но на самой вершине. Поэтому самой постараться тоже придется. Это так, кому актуально. В общем, по большей части здесь не столько сложно идти, но я не скажу, что очень легко, но не difficult. Чем я уже устала, и мне сложно пульс держать. У меня вот пульс меньше 150 вообще не опускается. Сколько бы я ни стояла, не отдыхала. Стоит мне снова пойти, и все снова 150, 160, 170 и так далее. Здесь уже какой-то пиздейшн пошел с теми булыжниками. Вода. Еще 0,7 километра. Хард. Ой, difficult. Опа. И потом уже вроде зеленая зона должна быть полегче. Ну вот хотя бы мостик какой-то есть.
Ну как мостик, ступеньки. Блин, ступеньки. Ой, 100% проще, чем вот эту хрень. Много мата, извините. Решите забраться на холосами, не такие слова скажете. Я еще не дошла до контрольного пункта. Он будет после вот этой красной зоны. Но до 12:30 я точно успею. Вот что значит низкий гемоглобин. Пожалуйста, держите гемоглобинчик, железо в норме, иначе будете запыхиваться так же, как я. Я просто послушала свое видео из Армении, как я там задыхаюсь, даже на хорверапе, хотя там нет ничего такого. Сдала анализы, и там, здравствуйте, низкое железо, низкий гемоглобин. Я, конечно, начала пить с момента, когда прошла диагностику, но все равно еще не в норме. Поэтому по-прежнему задыхаюсь. Но если бы я шла с тем уровнем показателей, который был, то я вообще... Короче, я подзадолбалась. Села просто на ступеньки, не стала дождаться какой-то следующей остановки. По-моему, на самом верху только будет следующее сиденье. Поэтому пока сижу тут. Вот пока вы дойдете до этого указателя, вы проклянете все. Там такие валуны, булыжники, это просто что-то с чем-то. 200 метров харда осталось, ну посмотрим. Ой, наконец-то, боже. Ой, вторая станция. Туалетик. Вот туалетик это очень хорошо. И очень плохо, что его нет так долго. Потому что когда ты девушка, от физической нагрузки или стресса, у тебя может несколько измениться состояние, если вы понимаете, о чем я. И тогда было бы неплохо не в 3-4 километрах похода в гору по булыжникам искать туалетик, а как-то более реалистично, что ли. Смотрите, нормал выглядит вот так. То есть лестница, 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 лестница. Это, конечно, ой, не валуны, но я тоже не это, не по равнинке походить. Что-то я вообще не могу отдохнуть и наесться. Еду я тоже странную с собой взяла. Типа галеты и какие-то томатные печеньки. Потому что корейскую еду я вообще не могу есть. Что-то не мое. Ой, все то, что есть в кафешках, оно станет невкусным, пока ты поднимешься. Ну вот что-то в стиле армейского пайка. Я выбирала там печеньки, галетки и так далее. Смотрите, по итогу нормал выглядит так. Это просто месиво из грязи. И ты вот так вот карабкаешься вверх. Без палок я бы вообще не дошла до суда даже. Короче, у меня нет сил, чтобы встать и прям что-то невероятное снять. Я пришла вон там и не готова спускаться, честно говоря. Он мне очень жестко врут по расстояниям. Фактически я прошла уже больше 11 километров. 11 километров 100 метров. Это очень сложно. Я пообещаю себе больше никогда не вписываться в эту фигню. Ну, потому что это жесть. Я вся грязная, у меня болят ноги. Я сажусь через один пролет ступенек. Ну, я понимаю, что они суперспортик, но и они тогда должны учитывать как-то easy и difficult обычных людей, а не суперспортиков. Коротко о состоянии моем внешнем виде. Какой-то кореец угостил меня конфеткой. Стало получше. Ну и по пульсу стало лучше. Но у меня ощущение, что у меня давление низкое. А вообще не очень чувствую себя. Так, я поднялась еще выше. Ой, надеялась, что будет видно кратер из-за того, что ясное небо. Вон тучка пришла. Это капец вообще. Зачем я в такое вписалась? Сама придумала, сама, зависла тут. Мне очень фигово.
У меня упало давление. Вообще мне нехорошо. Я не знаю, честно, как я буду спускаться и сколько времени это займет. И вон впереди еще капец сколько ступенек. Но это не может быть 800 метров. Вот я не верю, сколько я прошла. Собственно, вот ради чего был весь сыр-бор. А еще, если вы хотите получить сертификат, нужно сделать фото с вот этим камнем. А потом заходите в приложение Чеджулот. Ой, и все. Добавляете там свой номер брони. Получаете мобильный сертификат. После подъема самым сложным кажется спуск, потому что я-то знаю, что после обычных ступенек начнется месиво из грязи, начнутся булыжники, совсем скоро будет вообще отвесный склон с камнями. И не знаю, я не получила какого-то удовольствия невероятного, неистового воодушевления. Это больше просто мучительно, да, прикольно, красивенько. Но знаете, я ожидала, что ты идешь, любуешься природой, все так здорово и классно, наслаждаешься, да, смотришь по сторонам. Ну вот даже на вот этой лесенке я вполне себе легко могу посмотреть и по сторонам, и снять какое-то видео и так далее. При этом это не доставляет мне какого-то ужасного дискомфорта. Если же мы говорим про этапы с булыжниками этими ужасными, то единственное, на что ты смотришь, это на них. И единственное, о чем ты думаешь, это точно не о красоте природы вокруг, тем более, что она вся одинаковая. Там просто слякоть, грязь, деревья и дурацкие то ли осы, то ли пчелы, то ли птицы, то ли бабочки. Вот это вот, если вы представите, что нос как у, не знаю, птички какой-то, крылышки как у бабочки, при этом оно жужжит, и при этом, как его называют, тело как у пчелы или как у осы. Вот эта вот живность постоянно летает, пристает к тебе прилипчиво, неистово. Просто, знаете, иногда, когда один идешь, не хватает, чтобы тебя подбодрили, сказали, что ты молодец, что ты преодолел большой путь и так далее. А еще у меня практически закончилась вода, там осталось прям на донышке. И я не знаю, что делать, потому что деньги у меня в машине. Эта машина 11 километров. Все-таки наврали создатели тропы 11. А вот и та самая отвесная дорожка. Просто посмотрите, как пойдут люди. Это какая-то лють лютая. Время 18:05. И ура! Я вижу выход. Ой, ну прямо сейчас я думаю, что у меня будут это не совсем правдивые ощущения в моменте. Завтра запишу еще кусочек, либо когда буду монтировать видео. Вообще стоит восхождение на Холосан усилий таких или нет. Я, честно говоря, не знаю, сколько километров было обратно, потому что вот я только покупала себе новые часы 10-е Watch, и их батарейка не выдержала такого количества пеших походов. Вчера у меня был день отдыха после Холосана. Холосан — это просто капец. 11 чем-то километров в одну сторону, 11 чем-то в другую. Просто так, если пройти пешочком, по лестницам даже наверх, да, окей, у тебя там качается попа ножки, но это не то, чтобы что-то какое-то критичное. Ты не чувствуешь себя таким убитым, как я себя чувствовала вчера, да и сегодня на самом деле остаются еще последствия, потому что там большая часть дороги состоит из камней вулканических, все они острые,
неровные, ноги просто в ауте были. Вчера, позавчера, я вообще не знаю, как я решилась на эту историю. Это прям не для каждого, потому что я тоже, когда готовилась к восхождению, я бы даже сказала, что не просто к подъему, к восхождению, я смотрела много видео и на русском немногочисленное количество, и на английском чуть больше, и на корейском. И там никто не показывал таких реалий. Особенно не обращайте внимания на корейские видео, потому что они адаптированы к такому стилю поверхности, и они скачут, но в хорошем смысле, просто как козы по горам. То есть для них эти камушки, я там кое-как спускаюсь с трекинговыми палками, а они просто пробегают по ним, при том, что они все в грязи, я имею в виду камни мокрые, влажные, неровные и так далее. И то есть ты можешь даже с палками неудачно наступить, и по итогу соскальзываешь с них. Я вообще не понимаю, что у них за суперспособности. А причем таким образом проходили эту часть участков только местные люди. Все туристы, бедные, несчастные, точно так же, как и я, мучились.